Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Здравствуйте, друзья! Рад приветствовать вас на канале Криптомиксер Михалыч. И сегодня мы рассмотрим линии Боллинджера. Для хорошего восприятия включите субтитры. Линии Боллинджера были разработаны финансовым аналитиком и трейдером Джоном Боллинджером в начале 80-х годов и охраняются авторским правом. Этот технический индикатор позволяет прогнозировать период высокой волатильности, а также перекупленности или перепроданности рынка. Цель индикатора – показать трейдеру, что рынок готовится к взрыву, а также относительные определения максимума и минимума. Итак, заходим в меню «Технические индикаторы», «Основной», «Боу», ставим галочку, «Сохранить». На графике появились линии Боллинджера. Ленты Боллинджера являются линиями, прочерченными сквозь и вокруг структуры цены на графике. Цены вблизи верхней ленты являются максимумом, а цены вблизи нижней ленты являются минимумом. Основой этих лент является тренд. Если границы канала расходятся, свидетельствует о продолжении сложившейся тенденции. Если внешние полосы Боллинджера сужаются, то это может свидетельствовать о затухании тренда и возможном развороте. Движение, направляющееся от одной из границ, скорее всего, продолжится до другой. Положение графика цены относительно средней линии свидетельствует о направлении тренда. Если график выше нее, то тренд восходящий и наоборот. При этом сама линия также должна быть направлена в соответствующую сторону. Ленты Боллинджера могут помогать в распознавании фигур. Следует понимать, что рынок находится в диапазоне, когда цена не пересекает верхнюю и нижнюю линию Боллинджера в течение определенного периода. Верхняя линия Боллинджера в этом случае становится локальным уровнем сопротивления, а нижняя – уровнем поддержки. Если цены постоянно находятся выше SMA и достигают верхней полосы Боллинджера в течение длительного периода времени, рынок находится в восходящем тренде. Если цена остается ниже SMA и достигает нижней полосы, рынок находится в нисходящем тренде. Существует 22 правила, которым необходимо следовать при использовании линии Боллинджера в качестве торговой системы, но мы сосредоточимся на некоторых из самых основных способов применения и ограничениях. Средняя полоса – это простая скользящая средняя SMA, которая в данном примере базируется на 20 последних свечах. Ее можно рассчитать, сложив цены закрытия последних 20 свечей и поделив результат на 20. Верхняя и нижняя полосы показывают стандартное отклонение от SMA, положительное и отрицательное соответственно. Стандартное отклонение рассчитывается путем извлечения квадратного корня из дисперсии. Дисперсию можно рассчитать, отняв среднее значение всех точек от каждой из них по отдельности, затем возведя каждое полученное значение в квадрат, просуммировав квадраты, а сумма разделив на количество точек, отняв одну. Сжатие. Одна из главных причин, по которым трейдеры используют линии Боллинджера. Она обозначает период консолидации, когда линии сближаются, ограничивая движение цены определенной криптовалюты. Этот индикатор может сигнализировать о потенциальной волатильности в будущем, что является хорошей возможностью для торговли. Важно! Для работы стоит дожидаться хорошего сужения полос. Чем дольше период пониженной волатильности, тем надежнее работать по его окончанию. Нам нужно дождаться, чтобы при начале расширения линии Боллинджера цена немного вышла за верхнюю или нижнюю границу канала. Стоит отметить, что сжатие не определяет ни времени роста волатильности, ни направления потенциального движения цены. Трейдеры также могут использовать линии Боллинджера, чтобы определить, торгуется ли криптовалюта в условиях перепроданности или перекупленности. Фактически, когда цены движутся ниже нижней линии, криптовалюта входит в зону перепроданности, а когда цены движутся выше верхней линии, криптовалюта входит в зону перекупленности. Эти условия могут сигнализировать о возможном развороте тренда. Важно отметить, что цены могут продолжить дальнейшее движение независимо от входа в зону перепроданности или перекупленности. При работе не забывайте о правилах money management. Не стоит слишком завышать риск и не следует открывать слишком много сделок. Ваша цель – это стабильность торговли, а не вытянуть все деньги с рынка за один день. Вывод. Торговля с использованием полос Боллинджера возможна только после того, как вы определили, находится ли рынок в тренде или в диапазоне. Используя полосы Боллинджера, знайте, что этот индикатор редко используется сам по себе. Так Джон Боллинджер, создатель индикатора,
советуют использовать индекс относительной силы RCI, дивергенцию сходимости скользящих средних MACD или балансовый объем OBV в сочетании с полосами Боллинджера. Спасибо, что были со мной. Не забываем ставить лайки и подписываться на мой канал. Всего доброго, до новых встреч!